хороший, хороший. Ой, хороший. Это для сегодняшней рыбалки бонус. Рыбалка с Юрием Петрашем. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас опять городская рыбалка, ловля хищника с берега и опять Амстердам. Первая рыбалка моя уже состоялась, она была очень удачная. Я поймал несколько судачков, и были такие особи и приличного размера. Поймал окуня, ну и естественно мне каждую свободную минуту теперь хочется здесь половить. Сегодня я выбрал другой берег реки. Здесь вот то ли раздвоение реки, то ли впадает какой-то канал. Сейчас мы приступим к ловле и попробуем здесь что-то поймать. Приманка, которую я буду использовать, это та, которая показала себя лучше всего на предыдущей рыбалке. Это была X-Larva в 8 цвете. На 10 граммах. Здесь мне показалось, что вес 10 грамм. Ну, наверное, такой самый универсальный для того, чтобы начать пробовать рельеф и искать рыбу. Ну а сейчас приступим к ловле. Ранее во всех своих предыдущих передачах по ловле спиннингом с берега я вот всегда обращал внимание на то, что когда мы ловим где-то с берега, мы растворяемся в природе, ходим вот там, где... Нет, ух ты, поклевка была.
ходим там, где нет людей. Здесь же все кардинально наоборот. О чем идет речь? Здесь много людей на велосипедах. Постоянно ходит какой-то водный транспорт. И это вот как бы не то, что не раздражает, это настолько прикольно. Ну, может быть, потому что я в этой стране, в этом городе впервые. Но вот то количество поклевок, вот сейчас с первого заброса была поклевка, к сожалению, был распущен фрикцион, и я не смог подсечь. Но то количество поклевок, которое мне подарила прошлая рыбалка, в вот этом вот миксе с большим количеством людей, с красивым городом, ну, такое особое удовольствие, ну вот очень интересно. Первым местом ловли я вот выбрал такой берег с каменистым ограждением. И сейчас, после нескольких забросов, ну, пришлось оборваться, на дне находятся камни. Сейчас я изменю свою оснастку из классического шарнирного монтажа. Я сделаю монтаж, который набирает в последнее время большие обороты по своему успеху. Это монтаж, который называется джиг-риг. Для этого нам понадобится приманка, на которую клюет, понадобится офсетный крючок. В данном случае это вот крючок будет номер 1 серии 3312. И понадобится грузило. Значит, для джиг-рига используются разные формы грузил, но вот самое проходимое это грузило, которое используется для дропшота. В моем случае это вот грузило в форме банан. Оно имеет вот такую форму, и оно как бы вот лучше других проходит подводные препятствия. Сейчас я соберу весь этот монтаж, и мы попробуем с помощью такой оснастки, ну, более комфортно ловить. Значит, одеваем офсетный крючок. Смотрим, где он должен выйти. Вот наш офсетный крючок. И сейчас, внимание, как это оснащается в конечном итоге. Мы берем застежку, одеваем на нее грузило. И сюда же отдельно одеваем крючок. И все это дело застегиваем. И мы вот получаем монтаж, который выглядит вот следующим образом. Такой монтаж лучше других проходит любые камни, любые зацепы. Ну а сможем мы таким монтажом соблазнить рыбу или нет, сейчас мы сможем убедиться. Вот сейчас, после двух забросов, стало совершенно очевидно то, что дно здесь очень злое. Вот я уверен на 100%, что вот с классической джиг-головкой или с классическим шарнирным монтажом я бы опять застрял. Здесь хоть и с препятствиями, но мы спокойно проходим. Вот, поэтому выбор монтажа в данном случае был очень удачный. Сейчас я не слишком изощряюсь с проводкой, делаю классическую короткую ступеньку. Груз, конечно же, немножечко по-другому себя в воде ведет вместе с приманкой. Ну, будем искать рыбу. Воду будет падать.
торчит. Первая рыба сегодняшней рыбалки — это микроокунь. Причем он чуть больше нашей приманки. Вот так вот. Вторая рыбалка у нас открыта окунем, еще и каким. Мега мелким. Но тем не менее не смог он пропустить нашу приманку. Торчит. А вот я уговорил еще одного полосатика. Причем первого поймал я на X-ларву, и потом были холостые тычки. Ну, X-ларву не могут просто как бы тыскать и не клевать на нее. То есть это была не крупная рыба. Поэтому я уменьшился до 4 грамм. Поставил вот даггер 1,6. Это приманка, которая собирает любую, даже мирную рыбу. Ну и вот такой матросик с первого заброса сразу глубоко заглотил. Итак, ребята, когда маленькая рыба, ну вообще какая-нибудь рыба, вот вы ставите вот такой даггер 1,6, несмотря на свою простоту, ну вот он собирает все живое. Вот такое ощущение, что он может заставить клюнуть и мертвую рыбу. Поэтому, если вот на приманку среднего размера у вас идут там какие-то холостые поклевки, и вы делаете вывод, что рыба не крупная, сразу не думая переходим на эту приманку, и она собирает. Сейчас я попробую поймать еще одного. Когда я вытаскивал этого окуня, за ним рядом шел второй. И вот именно его я хочу сейчас поймать. Окунь клюнул у меня недалеко, поэтому, чтобы не тратить время, я делаю недалекий заброс. Здесь приличная глубина, и 4 грамма опускается, ну скажем так, достаточно долго. Поэтому нет смысла делать далекие забросы, рыба в ногах. Тем более, как вы видите, здесь вот каменный берег. Это говорит о том, что какие-то отдельные камни находятся на дне. И вот именно такие места всегда любит и судачок, и окунек. Но в данном случае судачка пока здесь нет, потому что предварительно мы проловили X-ларвой. А вот некрупный окунь отозвался. Ах, поспешил я, поспешил. Такой был ударчик, вот прям, звонкий-призвонкий. Повторюсь, что здесь, вот вопреки своей привычке, после заброса я как бы отпускаю шнур, для того, чтобы приманка вертикально быстрее опустилась. И потом начинаю проводку, иначе при натянутом шнуре приманка может оказаться прямо под берегом. То, что касается проводки, вот здесь я делаю вот такую очень короткую и очень резкую ступеньку. То есть длина ступеньки — это примерно полоборота или может даже треть оборота катушки. А вот и еще один малыш не смог пропустить. Не смог. Маленький и не смог. Так устроена рыбалка, что независимо от размера рыбы, особенно когда ловишь в новом месте, очень интересно найти рыбу, ее уговорить. А когда она еще и живет на другом языке, это вдвойне приятно. Ах! Ух ты, там, по-моему, начинает за нашим даггером выстраиваться очередь. Давай. Оп! Вот сейчас главное не поспешить, то есть надо потихонечку
Давай. Сейчас мы... Вот он стянул, подлец. Вот сейчас мы используем ту хитрую проводку, о которой я рассказывал в нескольких передачах. То есть хитрость ее заключается в том, что мы будем просто потихонечку тянуть по дну с небольшими остановками. И когда вот будут идти поклевки, самое главное не поторопиться с подсечкой, а вот как бы вытягивать из пасти, и он прям ее более живо доедает. Вот видно по кончику. Мы продолжаем вытаскивать у него с пасти. Ну давай же, давай. Вот он и догнал. Это рекордный, я даже не могу понять, окунь или судачок. Это, пожалуй, рекорд нашей рыбалки. Вот, но тем не менее мы его заставили съесть нашего даггера. Собирать рыбу с каждого заброса – это отдельное удовольствие, даже такую небольшую. Но мы сейчас немножечко поупражняемся, получим удовольствие от поклевок, от реализации поклевок. Ну и потом отправимся дальше по набережной искать рыбку покрупнее. А пока немного порезвимся с местным окуньком. Еще один матросик. Сейчас поклевки пошли с каждого заброса, и я поставлю приманку чуть покрупнее. Это будет ларва 2 дюйма, и попробуем в этой стайке поймать более крупную рыбу. Здесь сказать, что мы ловим среди людей, это ничего не сказать. Но я не знаю, я вот тюльпаном могу достать до корабля, и самое интересное, рыба при этом не пугается. Так, вот сейчас я поставлю X-ларву 2 дюйма. Она чуть-чуть крупнее. И я надеюсь, что с ее помощью мне удастся уговорить, ну, окуня чуть крупнее. Если он там есть, он обязательно клюнет. Потому что не клевать на X-ларву, ну, это невозможно. Вот посмотрите, как она выглядит. Итак, вот делаем заброс, упала приманка, отпускаем, и начинает сходить шнур, пока приманка не коснется дна. Только она коснулась дна, мы закрываем дужку и ждем поклевку. А вот, по-моему, крупнее. Это то, что я говорил. Вот, казалось бы, немножко крупнее приманка. И смотрите, какой красавец. Вот сразу красавец. Казалось бы, вот штук 10 подряд я поймал. И все были, ну, очень маленькие. Ставишь чуть крупнее приманку, да с лапками. И сразу вот такой боец у нас в руках. Вот так вот, друзья, запомните, есть такая вот техника, я ее раньше использовал на соревнованиях. Если попадаешь на хороший клев окуня, вот сразу увеличиваешь приманку в 1,5-2 раза. И почти всегда удается с этой стаи собрать самых крупных особей. Забросили, отпускаем шнур, приманка достигла дна и начинаем
вот микроподтяжечки делать, буквально там по 10 сантиметров, по 15 сантиметров. Вот мне показалось, такая проводка работает чуть лучше, чем просто волочение. То есть вот перестановки приманки вот на 10-15 сантиметров. Вот еще один, еще один, еще один, и опять не такой мелкий, как был на даггер. Поменьше предыдущего, но тем не менее, когда мы ловили на даггер, такого размера не было. Вот вам и X-Larva 2 дюйма. Сейчас уже хочется поставить X-Larva 3 дюйма, но пока у меня смелости не хватает, потому что с каждого заброса идет поклевка. Поклевка — это бесплатный адреналин, который, как я всегда говорю, невозможно купить. Вы посмотрите, что творится. Вы посмотрите, что творится. Какие окуня пошли. Просто окуня. Ребята, я больше не могу. Я больше не могу. Я ставлю X-Larva 3 дюйма. Если сейчас моя смелость будет вознаграждена, я скажу сам себе молодец. Так, ставим наш крючочек S57 на 4 грамма. Так, ну что, друзья, рискнем. Поставим X-Larva 3 дюйма. И посмотрим, правильно ли было сделано наше решение. Сейчас я вот покажу для масштаба разницу между одной ларвой и второй. Вот смотрите, насколько это смело. То есть приманка, такое ощущение, что в 3 раза больше. Итак, ребята, что произошло? На X-Larva 3 дюйма я поймал маленького окуня, получил поклевку. Потом спустился на даггер 1.6, начал как из пулемета ловить окуней. Перешел на X-Larva 2 дюйма, и после этого окунь пошел вот гораздо покрупнее. И сейчас я вот хочу поставить крупную ларву, и надеюсь, еще крупнее окуня я поймаю. Ой, хороший, хороший. Так, делаем перед собой заброс, спускаем шнур и только потом закидываем дужку, когда приманка упала на дно. И вот буквально коротенькие подтяжечки, чтобы не отрывать грузик высоко от дна. Вот стараемся вот как бы по дну его вдоль дна продергивать. И ждем, и ждем, и ждем.
Вот, долго я не мог поймать, даже прекратились поклевки, я думал, рыба ушла. И я принял решение, перешел на классическую ларву 2,5 дюйма. И со второго заброса не крупный окунек, но поймался. Место вот интересное, я вот не могу для себя еще до конца понять, он здесь стоит или он мигрирует, я попал на его тропу. Потому что здесь такой как бы интересный поворотик, мост. Одна река впадает в другую или какой-то канал. То есть очень похоже на то, что здесь есть тропа, по которой он ходит. И, возможно, вот этот перерыв, он связан с тем, что просто стайка сместилась. Сейчас мы подобрали ключик к некрупному окуню. И если вот предыдущая рыбалка у нас получилась так, что ключиком являлась X-ларва 3-го размера при ловле судака, то здесь с этой приманкой у нас как бы не сложилось. Видимо, нет все-таки здесь судачка. Поэтому фаворитом стала X-ларва 2 дюйма. И сейчас, когда понятно, как ловить этого окуня, это место нас достаточно как бы там порадовало. Мы с этим рабочим набором ларвой 2 дюйма и грузиком 4 грамма пройдемся по берегу и попробуем собрать окунька. Конечно же, очень приятно заниматься береговой рыбалкой, когда вокруг такая красота. Ну и самое интересное, что время от времени проклевывает рыбка. Вот еще вот такое интересное наблюдение, я говорил о нем в прошлой передаче. Вот в каждой стране свои законы по поводу ловли рыбы. Вот чем хорошо ловить рыбу в Голландии, что ты один раз заплатил 55 евро, и можешь целый год практически где угодно рыбачить. А вот я, допустим, когда-то был в Андорре, то там прям на реке выделены участки, где можно ловить на спиннинг, где можно ловить исключительно нахлыстом. И есть участки, где ловить совершенно нельзя. То здесь в этом плане, можно сказать, демократично. Сейчас самое главное не поймать утку. Самое главное не поймать утку и не поймать что-то стоящее, потому что высота такая, что рыбу не подымешь. Будем бороться с проблемами по мере их поступления. Была поклевка, и я думаю, это окунь. Да, скорее всего, это был окунь. Вот сейчас мы подошли в такое интересное место. Сейчас будут, наверное, пропускать какую-то лодку. Открываются ворота.
Это может быть даже какой-то микрошлюз. А вот на открывание ворот мы уговорили хорошего окунька. Хорошего. А все почему? Потому что мы подобрали вес, приманку и проводку. И не может окунь, несмотря на то, что он иностранец, отказаться от нашей приманки. Плыви. Я думаю, что личинка стрекозы, которую имитирует наша приманка, является действительно любимым лакомством по всему миру для такой рыбы, как окунь. Торчит, торчит, торчит. А это у нас стекляшка. Стекляшка, которая тоже не может пропустить нашу X-ларву. Ой. Не имеет значения, какого размера X-ларва, и не имеет значения, какого размера судак. Судак никогда не может пропустить мимо X-ларву, какой бы он ни был. Вот такой или вот такой. Без шансов. Каждый раз, когда приходишь на новое место, конечно же, ты в ожидании, что это именно та точка, на которой есть рыба. Ну и перед тем, как вот обходить незнакомые места, очень важно, чтобы у вас уже был такой комплект, в котором вы уверены. Это касается гармонично подобранной и удочки, катушки, шнура, ну и, естественно, то, что висит на том конце шнура. Только что вот у меня была поклевка, неплохая поклевка, по всей вероятности не крупная рыба, потому что рыба не села. Обычно вот первая рыба берет очень жадно. Вот я ее и уговорил. Это у нас окунек некрупного размера. Опять X-ларва 2 дюйма. Сейчас я вот утяжелился и использую головку 5 грамм. Окунька мы отпустим. Ну и попробуем поймать следующего. То, о чем я говорил, если снасть гармонично собрана, подобрана, вы уверены, что местная рыба на нее клюет, вы просто ходите по берегу, и ищете места стоянки рыбы. Еще один окунек. Еще один окунек. Вот здесь окунь, в принципе, как и везде,
держится небольшими группами. И есть он далеко не везде, потому что мы вот прошли, ну, пожалуй, где-то участок порядка километра. Было пару вялых поклевок и все. А вот стали на место, там, где с первого заброса была поклевочка, второй заброс рыба, третий заброс рыба. То есть, если рыба есть, никак она не пройдет мимо нашей X-ларвы. Сейчас вот пошла обраточка, вот включили такой небольшой шлюз. И вот место, где я стою, вот недаром здесь клевал окунь, потому что здесь образуется обратка. Ну, попробуем в таких условиях его уговорить. То есть только что это был стоячий водоем, и вот буквально за 3 минуты включили как бы течение. Я знаю, на такие вещи очень хорошо реагирует судак, а вот как реагирует местный окунь, сейчас мы проверим. Так, что-то после включения течения не захотел он клевать. Не захотел он клевать. Видно, затаился. Не нравится ему такая струя. Ну что, еще пару забросов и пойдем дальше. Вот, успокоилось течение, и сразу же немножко с другого ракурса клюнул еще один окунь. Причем поклевки такие вот ярко выраженные, приятные, можно сказать, стандартные окуневые. Здесь вот очень много вот таких семейных пар в возрасте, ну, вот просто получают удовольствие, отдыхая вместе на лодочке. Борется, конечно, очень хорошо. Еще один. Еще один. Ох и сильный. Очень сильный окунь. Ну и размер такой неплохой. Казалось бы, вот ходишь вдоль канала, очень много похожих мест. Но вот где-то он есть, а где-то его нет. Ох, ой, хорошие поклевочки. Ой, хороший, хороший. Ой, хороший. Это для сегодняшней рыбалки бонус. Это судачок. Это просто судачок, который тоже не пропускает никогда X-ларву. Просто никогда. Опа.
Сейчас вот как-то перестал клевать окунь. И тут же последовала мощнейшая поклевка. И несмотря на то, что икс-ларва маленького размера, вот этот красавец, просто красавец. Клыкастый, красивый. Коль такое дело, сейчас поменяю двоечку на троечку, может подошла стайка, и попробую целенаправленно половить судачка. Конечно, приятно, когда ты уже настроился на некрупную рыбу, а тут хоп, и рыбка покрупнее. Единственное, что я сейчас, наверное, грузик 10-граммовый поменяю на чуть меньший вес. Поставим, наверное, грамм 6. Поставим грамм 6. Двойничок. Так, ну что, отправим нашу троечку туда же. Вот и троечка наша сработала. А вот и троечка наша сработала. Да, это судачок, которого мы целенаправленно поймали на третью икс-ларву. Вот так вот, друзья. Сладкая парочка. Икс-ларва 2 дюйма и икс-ларва 3 дюйма. Ой. Оба. Сегодняшняя рыбалка вот успешно, я повторюсь, двум приманкам. Икс-ларве 2 дюйма и икс-ларве 3 дюйма. Явно эта приманка местной рыбе по душе, потому что я не могу сказать, что у рыбы высокая активность. То есть вот я уже на этой точке стою минут 30. И вот как бы поклевывали окуньки. И после того, как я поймал на маленькую икс-ларву неплохого судачка, как для береговой рыбалки, поставил тройку и вслед за ним поймал еще одного. Факты, друзья, факты. Вот сейчас, вот в течение рыбалки у меня как бы меняются две картинки. Когда ты просто ходишь и ищешь рыбу, ты любуешься новой страной, новым городом, новым водоемом. Как только попадаешь на рыбу, ты забываешь, где ты находишься. Есть только ты и рыба. Ты, поклевка, подсечка, борьба. И как только там 2-3 проводки холостые, ты сразу возвращаешься в эту красоту. То есть, несмотря на то, что в твоем сознании меняется картинка, и одна и вторая картинка — это полная нирвана. И чувство, конечно, великолепное. То есть
Когда одна нирвана сменяется другой, супер. У меня вот на X-ларву 3-го размера вот было пару поклевок, но вот это уже не судак. Уменьшаться уже до маленькой приманки неохота, и я, пожалуй, перейду на средний вариант. А вот пошло течение, и, наверное, рыбка сейчас подзастынет. Так вот, я хочу перейти на средний вариант. Что такое средний вариант? Это на приманку Dagger 2,5 дюйма. Это вот как раз, на мой взгляд, та золотая середина между X-ларвой 2 и X-ларвой 3. Эту приманку любит судак любого размера, окунь любого размера. Ну, а пока я буду менять приманку, я думаю, что вот это вот временное сильное течение пройдет. Ну и мы продолжим ловлю. А вот еще один судачок, то, о чем я говорил. Поставил размерчик, который подойдет и окуню, и судачку, и крупному окуню, и крупному судачку. Наша палочка-выручалочка Dagger 2,5. Прям под кустами стоит. Такое классическое красивое место. Ну, и когда туда заходит приманка фанатик, у рыбы шансов просто нет. Просто нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В этот раз окунек. Окунек Даджер, как я говорил, тоже не пропускает. Вот еще один окушок к нам сел. То есть сегодня у нас рыбалка очень разнообразная. Сначала был очень мелкий окунь, потом мы немного укрупнились. Потом нам влетел судачок. Половили судачка. Сначала покрупнее, потом помельче. Сейчас опять окунь. Не рыбалка, а сказка. Так, ну что, ребята, не думал, что я это скажу. Надоело. Надоело ловить рыбу. Под вечер клев усилился, и поймать рыбу уже не составляет труда. Вот мы нашли перспективное место. Вот, и здесь, ну, практически на каждом забросе идет поклевка. Как правило, вот последние рыбы это были некрупный окунь, некрупные судачки. Вот. Ну вот уже чувствую, что вот как бы слишком избаловался. Сегодня у нас был прекрасный день. Вот он был очень разный. Сначала я долго не мог найти рыбу, потом нашел очень маленького окунька. Ну и так он стал как бы в пулемет. Этого окуня пришлось потом откалибровать более крупной приманкой.
Поднадоело ловить, пошел, ходил, там нашел окунька. И потом среди окунька влетело, уже не помню, 2 или 3, ну таких, как для береговой ловли, ну, хорошеньких судачка. Вот. В общем, сегодня у нас была очередная рыбалка в Амстердаме. Она нам принесла максимум позитивных эмоций, потому что ты смотришь вокруг, все красиво, все очень интересно. Люди ходят, везде получают удовольствие. Везде много воды, много пустой воды. Но рыбку найти можно. И если у вас правильно подобрана снасть, правильная приманка, то вы обязательно получите удовольствие. Ну а с вами, как всегда, был Юрий Петрош. До встречи на следующих рыбалках. Рыбалка с Юрием Петрашем.